Привет! И сегодня я хочу показать не просто укладку на термобрашинг, а разницу между тремя диаметрами круглой щетки. Я работаю брашингами от бренда iMig. У них высокое качество, доступная цена и высокая износостойкость. А еще сильная рабочая связка. Алюминиевый сердечник, керамическое покрытие, вентилируемый цилиндр, натуральная щетина кабана, нейлоновые штифты и ионная технология против статики. Официальный магазин бренда вы видите сейчас на экране. Давайте я покажу на своих волосах варианты использования таких брашингов, как 43 мм, 32 и 25 мм. И на каждом диаметре я буду выполнять разную задачу. Брашингом 43 мм мы вытянем мои помятые сухие волосы вот в такое гладкое блестящее полотно. Именно так я определяю качество материала. То, насколько хорошо происходит сцепление волос для натяжения. Натяжение — это важно. Если вы любите вытягивать волосы в гладкое блестящее полотно, создавать прикорневой объем, крутить локоны. В общем, сначала все пропускаю через себя, а потом делюсь с вами. Брашингом в 32 мм мы добавим объем у корней к уже моим вытянутым волосам, а брашингом в 25 мм мы сделаем объемную текстурную укладку вот такую. Брашинг — это не просто круглая расческа. Он работает сразу в нескольких направлениях. Дает натяжение, проводит тепло, направляет воздушный поток и задает волосам новую форму. А диаметр расчески — это фактически радиус вашей будущей укладки. Чем больше диаметр, тем мягче изгиб и больше гладкости. Чем меньше диаметр, тем активнее подкручивание, тем легче поднять корень или сформировать более выраженную текстуру. И важный момент – никогда не экономьте на хороших брашингах. Их высокое качество – это залог здоровья ваших волос. Укладка волос номер 1. Создаем гладкое блестящее полотно. Беру самый большой брашинг, диаметр 43 мм. Моя задача сейчас не сделать локоны, а вытянуть полотно. Волосы у меня чистые, но помятые, и я легла спать с мокрой головой. Как видите, есть заломы, местами они лежат некрасиво, пушатся. Я всегда проверяю качество и работу брашинга в первую очередь на своих сухих, помятых волосах. Так сразу видно, насколько хорошо брашинг справится со своей задачей. И вот здесь крупный диаметр в 43 мм работает идеально. Алюминиевая основа быстро принимает тепло, а керамическое покрытие делает нагрев более ровным. Щетина удерживает волосы под натяжением, а нейлоновые щетинки распутают волосы, если они запутались. Именно эта связка и дает быстрый эффект гладкого полотна. Для укладки это очень важно. Не берите толстые пряди. Толщина пряди должна быть не больше диаметра брашинга. Когда прядь слишком толстая, даже хорошо вентилируемый брашинг не сможет равномерно просушить весь объем волос за один проход. Например, снаружи волосы выглядят уже сухими, гладкими, а внутри форма еще не стабилизировалась. Поэтому через полчаса такой укладки не останется и следа, а концы волос снова будут пушистыми. Завожу щетку под прядь, создаю легкое натяжение, поток воздуха направляю параллельно. И здесь работает простая физика. Тепло и натяжение временно перестраивают форму волоса, а когда лишняя влага уходит, волос фиксируется уже в заданном положении, принимает заданную форму. Но натяжение должно быть контролируемым. Не надо вырывать себе волосы и героически терпеть. Хороший брашинг должен держать прядь и не превращать укладку в борьбу. Мне нравится, что в брашингах iMig есть сочетание натуральной щетины и нейлоновых штифтов. Нейлоновые штифты помогают войти в прядь и удержать ее, а натуральная щетина работает мягче по поверхности. Она помогает пригладить полотно, визуально добавить блеска и создает то самое натяжение, сцепление с волосами, которое очень важно. Блеск — это не магия. Волос блестит тогда, когда поверхность лежит ровнее и свет отражается более направленно. Если кутикула взъерошена, свет рассеивается, и волосы будут выглядеть тусклыми, даже если они чистые. Переходим ко второй укладке, номер 2. Здесь я добавляю объем. Волосы мы уже выгладили, полотно стало блестящим и ровным. И теперь хочется добавить объема. Сначала не хотела, но потом передумала. Что делать? И вот здесь я беру брашинг в 32 мм. Вообще это универсальный диаметр, он подходит любым волосам. Им удобно создавать прикорневой объем, подкручивать кончики, выглаживать полотно на волосах средней длины, на коротких волосах, укладывать челки. Почему я взяла не 43-й, которым выглаживала волосы?
Ну, потому что для корня крупный диаметр не всегда удобен, особенно если волосы не очень длинные и нужно поднять конкретную зону. А 32 мм подходит для всех базовых задач. Я отделяю прядь, ставлю брашинг максимально близко к корню, немножечко его прокручиваю. Нейлоновые штифты прекрасно подхватывают прядь, а щетинки будут создавать натяжение, которое мне сейчас очень нужно. И здесь я не просто сушу, а немножечко приподнимаю прядь против роста волос. Сопло фена направляю вдоль пряди и нагреваю ее теплым потоком воздуха. Прогрела, включила холодный воздух, охладила. И все это при натяжении. Когда работаешь у корня, рука постоянно прокручивает брашинг, удерживает натяжение, меняет угол. И если ручка неудобная или скользкая, то начинаешь сильнее сжимать кисть. А у брашингов iMic ручка рельефная, резиновая. Ее удобно держать, и это совсем не мелочь. В укладке качество движения очень сильно влияет на результат. Теперь видно, что к моему гладкому полотну добавился прикорневой объем, добавили форму у основания. И вот это как раз пример, когда брашинг в 32 мм работает точнее, локально, нежели если бы я работала крупным диаметром брашинга в 43 мм. Переходим к третьей укладке, это текстурные локоны. И для этого я беру самый маленький брашинг из этих трех, 25 мм. Я помыла волосы, просушила их до 80% сухости. Уточню, что мы работаем брашингами на полусухих волосах. Ни в коем случае не нужно использовать их на мокрых. Они для этого не предназначены. Моем голову, сушим волосы до 80% и далее приступаем к работе с брашингами. Я беру небольшую прядь, накручиваю ее на брашинг, направляю фен по касательной, прогреваю постепенно и вот такими выворачивающими, выкручивающими движениями постепенно опускаюсь вниз. У меня получается вот такой жгутик, и пока он теплый, я накручиваю его на пальцы и фиксирую клеммой, чтобы завиток остыл уже в форме. Вот это очень важный профессиональный момент. Многие дома накручивают прядь и сразу отпускают ее горячей. И через 5 минут локона нет. Почему? Потому что волос еще не остыл и не закрепил свою форму. Гравитация сразу начинает тянуть горячую прядь вниз, и завиток распускается. Поэтому, если хочется более стойкой текстуры, особенно на мягких тонких волосах, лучше дать локону остыть в зафиксированном положении. Клеммы здесь работают не просто как держатели. Они помогают сохранить форму завитка, пока волос остывает. И еще важно, фиксировать нужно без сильного залома. Если зажим слишком грубый или поставить его неудачно, то можно получить некрасивую вмятину. Поэтому я фиксирую аккуратно, не прижимая полотно. У меня есть вот такие металлические клеммы, а также в наборе к брашингам iMic идут вот такие классные зажимы. Здесь есть силиконовая прокладка, которая смягчает зажим и при этом не дает выскальзывать даже самым тонким прядкам. Зажим одинаково хорошо держит как толстые пряди, так и тонкие. Если у вас волосы плохо держат форму, не спешите сразу добавлять еще больше стайлинга. Сначала проверьте 3 вещи. Не слишком ли влажные волосы были в момент накрутки? Не слишком ли толстую прядь вы взяли? И остывает ли локон в форме? Пользуетесь ли вы холодным воздухом? Очень часто проблема не в стайлинге, а именно в этих 3 пунктах. Когда локоны остыли, я снимаю клеммы, и видите, какая классная текстура у меня уже получилась. Сначала разбираю пальцами, встряхиваю их у корней. И если хочется более мягкую волну, можно пройтись руками. Если нужна более выраженная текстура, оставляем пряди более собранными, слегка разбирая их пальцами. И теперь вы наглядно увидели, как 3 диаметра дали 3 разных результата. 43 мм – это гладкое блестящее полотно, вытягивание волос, добавление блеска, аккуратные концы. 32 мм – универсальный диаметр, в моем случае это прикорневой объем, контроль у основания пряди.
25 мм – это более активная текстура, локоны и формы, которые мы дополнительно фиксируем на остывание. Мне нравится показывать такие инструменты именно через практику. И если вы дома не понимаете, почему укладка на брашинг не получается, начните не с покупки 10 средств, а с базовой физики. Волос должен быть подготовлен, прядь должна быть не слишком толстая, фен должен идти по направлению кутикулы, а форма должна остыть прежде, чем вы ее отпустите. В описании к видео я оставлю информацию о своих брашингах от бренда iMig, официальный сайт бренда. А вы напишите в комментариях, какая укладка вам ближе. И, конечно, если вам было полезно, поставьте лайк, подпишитесь, если вы еще не подписаны. Заходите на мой канал почаще, у меня много полезного и интересного о волосах, макияже. Пока-пока, до новых встреч!